Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы сегодня продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе «Манас» кыргызского народа. В предыдущих передачах я вам рассказывал, что я на основе варианта Сагынбаева-Розбакова написал 5-томный роман «Эпос Манас» на кыргызском языке. Затем я перевел свой труд на русский язык, и оба этих варианта выставил на продажу на интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, может там приобрести эти книги. А теперь, с вашего позволения, я продолжу читать свой роман. «Чтоб ты сдох, от души выругался разозлившийся Манас. Ишь, какой герой выискался! Если ты такой храбрец, почему тогда сбежал от своих воинов? Если ты смелый человек, выходи со мной драться. Ты, оказывается, очень сильно возгордился. Утверждаешь, что вас много и угрожаешь нам. А я тебе что, показался человеком, у которого нет своего народа и родины? У меня есть многочисленный народ тюрков, прекрасная родина, Туркестан. Даст Бог, я уничтожу твое племя и сожгу всех вас в пылающем огне. Если я не возьму Китай, пусть будет проклято мое имя, Манас. Гневно крикнул богатырь и поскакал к Джолою. От его свирепого вида калмак потерял дар речи. Если я себя считал силачом, этот брут, видать, гораздо сильнее меня. У Джолой от страха волосы встали дыбом. Смотри, как он скачет на меня, словно лев. Если не сбегу, этот дьявол не оставит меня в живых и разорвет на части. Смертельно напуганный калмак, беспрестанно хлестая плетью Ачмудана, не бегающего, а летающего, словно вольный ветер, с ревом стал удирать в направлении горы Канкус. Когда Манас на своем коне догнал его, калмак пришел еще больше ужас. «Монду, Монду, Байна, Байна!» — закричал Жолой и изо всех сил стал бить бедного коня по голове, глазам и бокам камчой. Но Манас не дал ему сбежать. Когда они достигли перевала, он воткнул в спину врага свое копье. Раненый Жолой еще сильнее заревел. Ударив коня плетью, он удрал от Манаса, не дав даже приблизиться к себе. Поняв, что им не догнать калмака, Манас остановил свою лошадь. «Как жаль, что я не смог убить тебя. Не торопись, мы еще встретимся снова, если выживем. Тогда твоя кровь будет пролита, а ребра порезаны», — подумал опечаленный богатырь. Тяжело вздохнув, он повернул коня и вернулся к своим воинам. Жолой, чудом уцелевший от Манаса, безостановочно скакал всю ночь. Напуганный кыргызами калмак, несмотря на непрерывный дождь, замедлил свой путь только тогда, когда показали очертания города Дагалака. «Погодите, кыргызы», — мстительно думал он, — «я покажу вам, каково это нападать на калмакский караван. Сейчас пойду к хану Кермузу и расскажу ему обо всем, что произошло. Тогда вы не один, а 1000 раз пожалеете, что восстали против нас. Вы будете харкать кровью». Когда, распалявший себя такими кровожадными мыслями, Жолой достиг огромных двустворчатых деревянных главных ворот Дагалака, края которых были обиты железом, настало утро. Он проехал через ряды вооруженных короткими копьями, острыми мечами, облаченных в синие кольчуги охранников, и поспешил по узким извилистым улочкам к дворцу хана Кермуза. Жители города только что проснулись, поэтому на улице почти никого не было. Вот почему Жолой, который мчался по булыжным стелам на резвом скакуне, убивая искры, привлек внимание встречных редких горожан. Те, кто видел его окровавленное серое лицо, разорванную грязную одежду, чувствовали, что стряслось что-то ужасное. От этого их сердца бешено колотились, и они провожали калмака взволнованными, тревожными взглядами.
Не обращая на них внимания, Жилой, не замедляя бега коня, быстро доехал до расположенного в центре города великолепного дворца Кермуза. Он был построен из больших камней и имел огромные двухстворчатые деревянные ворота, украшенные красивым орнаментом. Получив разрешение, Джалой смело вошел в хана Кермуза, одетым в красный халат, украшенный изображением желтых драконов, черную шапку с перьями попугая на макушке. Китаец тепло приветствовал калмыкского богатыря. Наш хан приказал доставить чай для вас, начал своей речь Жилой. Но на Алтае нас ограбил сын Жакопа Манас. Он убил 190 человек, кто был рядом со мной. Сам я калмык из Кокунара. Манас взбесился. Он везде заявляет, что истребит, зарезать, разрушит, уничтожит всех китайцев и будет проливать их кровь, как воду. Если вы не остановите его сейчас, то потом можете опоздать. Среднего роста, желтолицый, чернобородый, пухлый Кермуз удивился этим словам. Желавший сразу ответить Жилою, хан задумался на мгновение, ткнулся взглядом на свои пальцы, на которых сверкали золотые кольца. Затем он приказал стоявшему рядом с ним воину, вооруженным черным щитом длинным копьем: пусть сюда придет Байман. Через некоторое время перед Кермузом появился одноухий, безносый, одноглазый, однорукий, с опухшими щеками мужчина. Откуда взялось это чучело, подумал растерянный калмык и уставился на хана, не зная, что сказать. Жилой, сынок, произнес Кермуз, этого человека зовут Байман. Он великий богатырь. Байман отправился на Алтай 10 храбрецами, а Манас сделал его таким калекой и отправил обратно полуживым. Байман уже 6 месяцев живет у меня. Негодяй, невольно ворвался Жилой. Как Манас посмел поднять руку на воина великого Китая? Да, он посмел, но Манас сам себя приговорил к смерти. Я отправил сообщение всем соседям, чтобы собрать воины, проучить кыргызов. Так что не горюй, сынок. Если Синкам будет жив, он отомстит Манасу. Услышав, что китайцы готовятся к нападению на Манаса, Жилой облегченно вздохнул и окончательно успокоился. В то время жил человек по имени Хаджа Джахангир. Он был среднего роста, белолицый и худощавый. Прослужив Иисуса Христоса в течение 40 лет, Джахангир получил от него благословение. Он путешествовал по всему миру, отчего ему дали прозвище Джахангир, человек вселенной. Когда он достиг 850 лет, не осталось ни одной местности, где он не побывал, ни одного города, где не был. Джахангир объездил Шам, Копо, побывал в Мишире, Кудусе, городе, Наране, Багдаде, Харасане и Испании. Словом, объездил весь белый свет. 15 лет назад от повествованных событий Джахангир женился на девушке из Мишира, которая родила ему сына по имени Белерик. Когда сыну исполнилось 11 лет, он поехал с ними женой из Кебельстана в Мумбай. На 8-й день пути по дороге их схватили воины Нискары и привели к хану Кермузу. Поддавшись уговорам Нискары, хан освободил Джахангира и его жену, а сына оставил при себе. «Повелитель», — возмутился Джахангир, — «почему ты задержал моего сына? Если нужно кого-то арестовать, задержи меня, посади в тюрьму, но отпусти Белерика». «Зачем мне задерживать ни в чем не повинных людей?» — ответил Кермуз. «Куда хотите, туда идите. Вы свободны». «Спасибо тебе за справедливость. Прояви свои щедрость сполна и отдай нам сына». «Нет, Джахангир, как я убедился, ты враждебно настроен к нам. Ты проедешь дальше, достигнешь твоих мусульман и расскажешь им все. Затем соберешь несметную рать, посеешь смуту, попытаешься покорить Китай.
Тогда находящийся у меня в заложниках Белерик спасет мою жизнь. Повелитель горько расплакался Джангир. Не проявляй такую жестокость. Если кого-то нужно забрать в заложники, возьми меня, но отпусти сына. Нет, зачем мне нужен такой старый, полудохлый старик? Мне нужен Белерик. Он будет у меня заложником и прислужит мне, как осел. Издевательски расхохотался хан. Джангир еще больше разрыдался от жалости к сыну. Но хан не отступил от своих слов и оставил Белерик у себя, заставив его рубить дрова, носить воду и оказывать ему другие услуги. Мы будем узнавать о Белерике от проезжающих людей, решили отчаявшиеся родители, не в силах отречься от сына или освободить его. Поэтому они построили лавку безводной жаркой пустыни, прожили там 7 лет. За это время Джангир никак не мог забыть Белерика. Отнимая землю, он горько рыдал, не переставая оплакивать своего ребенка. Однажды к нему явился Кызыр. «Не горюй так сильно на Белерике», — сказал он. «Твоя печаль достигла Бога. Для того, чтобы спасти сына, отправляйся в Кундуз, Талкан, к 27-летнему джигиту по имени Кашой. У него есть сила 1000 богатырей. Кашой помог многим людям. Тебе он также поможет». Обрадованный Джангир оседлал лошадь, пересек горы Кызыл, Узун, Бургаб, Санамар и добрался до Кундуза. Шелкий, широкоплечий, светлолицый Кушой, а раньше слышишь о нем, тепло принял Джангира. «Откуда вы пришли ко мне?» – спросил он. Джангир рассказал ему о насилии, которое потерпел от Кирмуза. «Прошло 7 лет с тех пор, как забрали Белерика. Я искал тебе 44 дня. Если ты мне поможешь, из-за тоски о единственном сыне я покину этот мир», — сказал Джангир и горько расплакался. Кушой разозлился жестокостью Кирмуза. «Я давно наслышан о нем», — проговорил он с потемневшим лицом. «Кирмуз не жалеет никого, кто попадает в его руки. Хорошо, я помогу вам». После этого Кушой немедленно выступил в поход. Он напал на Кашкар с 60 тысячами воинами и разгромил войско Найзакана. Когда Кашой отдыхал в городе и готовился к следующему сражению, его жена Руке дала ему совет, как вести себя в пути. «Будьте внимательны в дороге», — сказала она. «По пути через Вангут вы встретите лысого, босого, голого мальчика 8 или 9 лет. Когда он попросит дать альчика и станет к тебе приставать, дай ему дотронуться поводьям твоего коня. Если мальчик преклонится за них, твоя лошадь и вся одежда полностью сгорят. Проехав дальше, ты увидишь бурную реку и женщину с кувшином у дороги. Чтобы дать ей того, что Ивана просит, поднимайся в горы. Там 6 дней отстреливай оленей и архаров, а затем собери их в сухожилия. Когда эта женщина попросит тебе сухожилия, отдай их, стоя издали. Если ты это сделаешь, выживешь, иначе погибнешь». Как говорила о Руке, Кушой по дороге встретил волшебника Кунгоя, превратившегося в мальчика, и победил его. Затем ему повстречалась женщина с кувшином в руке. Преодолев все уловки, он снова одержал победу. Обманом достигнув Кирмуза, Кушой любил его и освободил Белерика из неволи. 11 китайских ханов в один из летних дней вышли в поход со 111 тысячами воинов, чтобы завоевать Манасу. Сначала они отправились в Булгар, где жили 2000 желтых нагойцев, которыми правил дед Манаса Эштек, сын Халдарбека. Понимая, что они не могут противостоять китайцам в открытом бою, кыргызы забрались на Канарские горы и заняли узкое ущелье. Установив свои орудия, перекрыв все входы в эту местность, они открыли огонь из винтовок и нанесли тяжелый урон китайцам. Желтые нагойцы сражались с китайцами в течение 14 дней, заперев их в ущелье. Как ни старались, китайцы не смогли пройти через заслоны нагойцев. Когда закончилась еда, от голода они начали резать и поедать своих лошадей.
Тем временем 19-летний Манас отправился в путь с 6000 воинами, чтобы проведать желтых ногойцев. Несколько дней спустя, прибыв на Черную гору Канара, он увидел незнакомцев у входа в ущелье. Прислушавшись к их разговорам, богатырь понял, что они китайцы. «Бог дал нам удачи», — рассмеялся Манас. «Неверно осадили булгар». Он вызвал все темноволосого, смуглого, среднего роста Баймака, сына Бакира. «Седлай коня», — приказал ему Манас. «Езжай и передай новость алтайцам. Пусть каждый, кто называет себя тюркским сыном, приедет сюда. Те, кто не вступит в армию, пусть не показываются мне на глаза, а если покажутся, пусть не обижается. Затем поезжай к старейшине Киркокулу из Сию, сыну Уро. За пределами Урола есть море. Расскажи обо всем живущим там казахам. Я выступлю против Джазиля. Раз они сами напали, теперь я проучу их. Пришло время для сражения». «Слушаюсь, господин», — ответил Баймак, отправился в путь. Пройдя горы Алтай, обойдя землю Тишин, раскакав Тарбагатай, преодолев пустыню Аягуза, оповестив всех морях Ашкана и Саркана, взбудораживших Угушкечью Калкани, он возвратился обратно домой через 23 дня. В этот момент китайцы были осаждены с обеих сторон. С севера были люди Шнек, а с юга дорогам приходили воины Манаса. Все китайцы остались пешими, ибо съели всех своих лошадей от голода. Через 13 дней после вызова Манаса большая группа войск во главе с богатырем Кокчо пришла на помощь кыргызам. Она осадила китайцев в Кунтибесе, недалеко от места, где находился Манас. Увидев их, китайцы потеряли всякую надежду вырваться из окружения. Не желая, чтобы их схватили живем, они стали убивать друг друга. После этого от них остались, валяясь на земле, мечи, винтовки, боеприпасы, панцири и кольчуги. Из многотысячного китайского войска удалось выжить только 60 колдунам. Забравшись на холм, незаметно для своих врагов, они волшебством захватили Архаров. Оседлав вместо лошадей, колдуны дали страшный клятву уничтожить кыргызов и сбежали в Китай. А войска Манаса, не ведая об этом, держали китайцев в осаде, заперев их в ущелье. Через 40 дней после их прихода к ним подъехал Джамгырчи, сын Иштека. Он несколько дней назад отправился на разведку по поручению вождей нагойцев. Спрятавшись на вершине хребта, богатырь пришел в замешательство, не зная, кому принадлежит такая многочисленная рать. «Кто эти люди?» — напряженно думал Джамгырчи, оглядывая воина перед собой. «Китайцы или тюрки? Или наши были зажаты, а их кровь пролилась рекой? Или им пришлось бежать через Самарканд, Бухару? Если это так, значит, Бог нас покарал». В это время ногойцами правили Катарлык, Сатарлык, Басарлык, Салала, Богатырь, Иштек и Ачала. Однажды все 7 старейшин собрались в доме мудреца Иштека. Мы оказались в трудном положении, тяжело вздохнул Иштек, вытирая пот со лба белым носовым платком. У нас нет полной информации о том, что происходит вокруг. Китайцы стекаются к нам в течение 10 дней. Разве они все избежно оседлали коней? Неужели китайцы, видя в тюрках врагов, отправились в дальний путь? Верно, поддержал его слово смуглый Хатару. По крайней мере, вначале прошли 100 тысяч войн, а последние 10 дней они прибывают к нам, как обильный песок. Чтобы разузнать обстановку, кто-то должен был пойти на разведку, ибо в течение 4 дней не было никаких новостей от китайцев. Они стреляли, вели себя тихо. Когда старейшины, оказавшись в затруднении, не знали, кого отправить на разведку, Джамгырчи оседлал коня Телькурона и вышел в путь. Когда он добрался до горы Кунтуйбеса и смотрел с ее вершины, то увидел, что ни один из находившихся внизу китайцев не шевелится. Удивленный этим, Джамгырчи осторожно спустился в долину. Там он обнаружил, что все китайцы лежат мертвые, голые, с распоротыми поперек животами и развеянными косами. Не в силах выдержать зловоние трупа, Джамгырчи хлестнул коня.
Выскочив на холм, он на берегу Кунтибеса увидел многочисленное войско. Чья это армия? Удивленно подумал Жамурчи. Поняв, что это войско кыргызов, обрадованный богатырь поскакал к ним. У Жамурчи еще больше поднялось настроение при виде веселых кыргызов, которые смеялись и шутили. А встретив своего племянника, знаменитого Кокчо, он был на 7-м небе от счастья. Причина, по которой мы называем Кокчо племянником Жамурчи, заключается в том, что сын Хамбара Айдархан в свое время женился на Конуре, дочери Иштека. Кокчо был ее сыном. Когда Жамурчи пришел к кыргызам, Кокчо окружил дядю заботой и проявил гостеприимство. В это время Манас находился в полудневном переходе от Кунтибеса, 10 дней ждал подмогу. Мне надо собрать все войско, с тревогой думал он. Тогда я нападу на китайцев. Отсюда до земель булгаров 3-дневный путь. По-моему, находящие в этой долине люди – китайцы. Из-за этих соображений Манас не тронул китайцев. Богатырь пролежал еще 6 дней до прибытия подмоги. На 7-й день пришли 70 000 человек, кроме Кокчо. Несмотря на приход такой большой армии, китайцы не обратили на них никакого внимания. Уже 3-й день от китайцев нет никаких вестей, забеспокоился Манас. Что с ними случилось? Неужели их проглотила земля? Или они нашли перевал и сбежали от нас на лошадях? Он прочитал утреннюю молитву и решил поехать на разведку. Поеду по извилистой тропе и взберусь на вершину. Посмотрю на проклятых китайцев. Раз знаю точно, живы они или погибли, подумал Манас и тронулся в путь. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.